Здравствуйте! Сегодня я собрала новые видео, связанные с мистикой, которые вы, вероятнее всего, еще не видели. Приятного просмотра! Эта пользовательница ТикТока испытывает по-настоящему что-то странное в своем доме. В этот раз она всего лишь захотела снять очередное видео с апельсиновым соком. Девушка спокойно открывает холодильник, достает сок и ставит его на стол. Но в этот момент бутылка на другом конце стола как-то слишком быстро и неестественно падает на пол. В следующее мгновение, после того, как она подошла к бутылке, дверь рядом захлопывается. Она идет и открывает дверь, но в маленьком помещении никого нет. Далее она разворачивается и замечает, что мебель в гостиной сильно качается сама по себе. Девушка относится ко всему немного скептически и все это время думает, что над ней кто-то подшучивает. Поэтому сразу бежит смотреть, кто прячется за диваном, и трясет его, но там никого не оказывается. После всего этого девушка в ужасе убегает в свою комнату. Так что же все-таки происходит в ее доме? Это видео быстро набрало популярность, и девушка решила опубликовать несколько дополнений, где она рассказывает об этих странных событиях. И в этот момент шляпа на заднем плане летит с полки на пол. Несколько дней спустя в другом видео девушка решает сама вступить в контакт с духом. Она направляет камеру на бутылку с водой и начинает все снимать. Затем она спрашивает, может ли этот кто-то сдвинуть бутылку. И в ту же секунду бутылка начинает раскачиваться, причем верхняя часть бутылки. Видео достаточно хорошего качества, и лично я никаких лесок или веревок здесь не вижу. Более того, бутылка в течение видео начинает качаться не один раз, а несколько, а в конце даже падает. А в недавнем своем видео девушка делится фотографией, сделанной в своей комнате. Она утверждает, что пыталась снять на камеру орбы из-за недавних мистических событий в своем доме. Но она сняла нечто иное. В дверном проеме виднеется старое женское лицо с черными впадинами вместо глаз и белым лицом. Оно довольно жуткое и пугающее. Как обычно, некоторые люди верят девушке, некоторые не верят. Мистические ли это видео или нет, как всегда, решайте сами. Многие думают, что когда уходят с работы поздно вечером, то в офисе в это время ничего не происходит всю ночь до следующего утра. Но согласно этой записи, снятой с камеры видеонаблюдения ночью в одном из офисов Индии, это может быть не так. Аномалия на кадрах была замечена, когда служба безопасности просматривала отснятый материал. Все действия на видео происходят в выходной день, и офис в этот день был пустой. Видео темное, но видно, что камера направлена на ресепшн. Вдруг из ниоткуда появляется черная тень, которая идет прямо к камере, и по мере того, как она приближается, исчезает так же внезапно, как и появляется. Когда эти кадры увидели сотрудники, работающие там, то они начали бояться засиживаться допоздна, потому что думают, что в этом месте обитает какая-то сущность. До этого инцидента работники часто замечали, что, отлучившись ненадолго от своих мест, они иногда находили некоторые свои вещи, ранее лежавшие на столе на полу. В том году, когда это видео было снято, один из сотрудников был найден мертвым в этом помещении. Конечно, это может быть просто совпадение, но некоторые работники уверены, что камера сняла духа их погибшего там друга. Это видео было снято в Боливии и загружено в интернет Луисом Веласкесом. И на нем вы увидите кое-что очень похожее на деятельность полтергейста. Обычно такие сущности, как полтергейсты, незаметны человеческому глазу, но их появление зачастую сопровождается сдвиганием различных предметов, грохотом и стуками. Некоторые парапсихологи считают, что этот тип духов не может взаимодействовать с людьми, потому что для этого нужно много энергии.
Другие утверждают, что они способны обрести силу и воздействовать на физический мир, питаясь такими вещами, как различные эмоциональные нарушения. Еще одни эксперты уверены, что полтергейсты привязаны не к конкретному человеку, а к месту. А на этом видео как раз все действия напоминают проявление полтергейста. Видео начинается с изображения загроможденной комнаты. Понятно, что видео снимает камера наблюдения. Спустя небольшое количество времени пластиковый стул начинает скользить по плиточному полу. В помещении в этот момент никого нет. Сразу после этого с полки падает керамический предмет и, судя по звуку, разбивается. А некоторые предметы на стенке начинают шевелиться. Эти странные вещи очень напугали хозяина. Эта девушка по имени Холли вместе с командой исследует жуткие заброшенные места, в которых, по слухам, обитают призраки, чтобы выяснить, являются ли легенды про эти места правдой. В этот раз она отправилась в лес с призраками, расположенный в болотах Мэриленда, в поисках сущности по прозвищу Биг Лиз, в переводе «Большая Лиза». Говорят, что именно на этом мосту эту сущность больше всего замечали. Существует даже особый ритуал, чтобы призвать ее. Но перед этим команда тщательно осматривает мост и вдруг слышит чье-то непонятное мычание. What in the is that? Did you hear it again? Теперь ребята решили вызвать сущность. Для этого они должны включить и выключить фары 3 раза и 2 раза погудеть. Внимательно следите за этой областью, иначе вы пропустите ее. What was that? Что-то непонятное проходит перед камерой очень быстро, будто какая-то тень движется туда-обратно со сверхчеловеческой скоростью во время второго включения света фар. Там нет тумана, и фарам ничего не мешает. Вся команда заметила это, кроме одного человека. И когда Холли светит на ближайшие деревья мощным фонариком, видно, как на свет попала чья-то белая прозрачная фигура. I thought it was closer. It was closer. But now I'm hearing it way over there. Поначалу это видео выглядит как вполне обычная ночная съемка баскетбольной площадки. Но это продолжается недолго. Вскоре появляется нечто необъяснимое. Сверху спускается странный белый светящийся свет. Он опускается около фонарного столба. Сначала этот свет висит в воздухе и ничего не делает, а затем только опускается, при этом все время двигаясь. Никто точно не знает, что послужило причиной этого явления. Некоторые люди предполагают, что это частицы пыли упали с фонаря. Но другие утверждают, что если бы это была пыль, то она упала бы на асфальт, а не повисла бы в воздухе 2 раза и не двигалась бы затем вправо. Более того, этот свет затем также неожиданно исчезает, как и появляется. Если замедлить съемку и приглядеться, то форма у этого явления довольно-таки странная и со временем изменяется. Оно спускается с неба и довольно заметное поначалу, а затем почти полностью становится прозрачным. Это место очень хорошо освещено, хоть в тот момент на улице и ночь. И именно такие детали, как изменение формы, исчезновение и появление этого объекта, озадачили зрителей насчет того, что это могло быть.
На сегодня вот и все. Я никого не убеждаю верить во все это, и каждый все решает для себя сам. До новых встреч!